Луиза Лин Хей, американская писательница и общественная деятельница, пропагандировавшая методики самопомощи и совершенствования личности. Луиза родилась 8 октября 1926 года в Лос-Анджелес, США. Ее история – яркий пример преодоления, перерождения и триумфа. Луиза вышла из самых низов общества, пережила много личных драм. Она смогла стать счастливой и успешной. К тому же научила многих создавать реальность своей мечты. Смысл методики Луизы Хей состоит в том, что небытие определяет сознание. Наоборот, своими мыслями человек может изменять то, что его окружает в настоящем, и моделировать свое будущее. Свою методику она продвигала путем издания книг, выступления в радиопередачах, записи аудио и видеообучающих программ. Луиза Хей вела активную общественную деятельность. Оказывала поддержку пациентам хосписов, людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, больным СПИДом, женщинам, подвергшимся домашнему насилию. Луиза является автором более 30 книг популярной психологии, в том числе широко известные в мире книги «You Can Heal Your Life». Основатель издательской компании Hay House Publishing, радио Hay House Radio, благотворительного фонда The Hay Foundation. Ее труды переведены на многие языки и доступны для ознакомления в десятках стран мира. Умерла Луиза 30 августа 2017 года. В Сан-Диего ей было 90 лет. Каждый из нас проходил через потери, предательство, оскорбления. Признаком духовной зрелости и мудрости является умение забывать неприятное и прощать его виновников. Что сделано, то сделано. Это осталось в прошлом. Забывая о неприятном, мы разрываем цепи, сковывающие нас с прошлым. До тех пор, пока мы не научимся прощать, прошлое не отпустит нас, и нам никогда не стать здоровыми. Вы на канале «Мудрость слов». Как ни крути, а слова имеют значение. Когда мы напуганы, то стремимся все подчинить своему контролю. Таким образом, мы не допускаем в своей жизни положительных изменений. Доверьтесь жизни. В ней есть все, что нам нужно. Прошлое не стоит многократно переживать. Его нужно уметь отпускать. Обязательно с любовью и благодарностью. Пришла негативная установка, отнеситесь к ней спокойно, пожмите плечами и переключите внимание на что-то более интересное. Думай о том, что может сделать тебя счастливым. Делай то, что тебе нравится. Будь с людьми, с которыми тебе хорошо. Иди туда, где тебе хорошо. Каждая наша мысль создает наше будущее. Как только человек заболевает, ему надо поискать в своем сердце, кого надо простить. Все наши взаимоотношения с окружающим миром отражают наше отношение к самому себе. Чтобы стать обладателем всех замечательных вещей, нужно прежде всего поверить, что они возможны. Любые наши отношения с миром отражают наше восприятие себя. Если вы не любите себя и постоянно чувствуете вину, Вселенная не замедлит подбросить вам поводов для огорчений и недовольства. Гоните прочь мысли, которые делают вас несчастными. Делайте вещи, которые вам нравятся. Встречайтесь с людьми, с которыми вы себя хорошо чувствуете.
Путешествие за 1000 миль начинается с одного шага. Мысли, которые мы выбираем, это кисть, которой мы наносим мазки на полотно своей жизни. Нужно уметь слушать свое тело. Оно постоянно общается с нами, шлет различные сигналы. Каждая клетка реагирует на мысли и слова. Если вы заболели, то попробуйте поискать причины в глубине себя. Старые обиды, страхи, злость, неудовлетворенность. Избавляясь от них, вы сами не замечаете, как лечитесь. Люди, которые вас чем-то обидели или заставили страдать, сами страдают и заблудились в жизни. Помните об этом и не будьте слишком строги. Все, включая меня, несут полную ответственность за все события в своей жизни, и самые хорошие, и самые плохие. Прошлое ушло навсегда. Это факт, и тут ничего не поделать. Однако можно изменить наши мысли о прошлом. Однако, глупо наказывать самих себя в настоящий момент только за то, что кто-то обидел вас давным-давно. Любовь приходит, когда мы ее совсем не ждем. Настойчивые поиски любви никогда не приводят к выбору подходящего партнера, а лишь порождают тоску и ввергают в несчастье. Любовь не существует вовне, она всегда внутри нас. Будьте любящими и будете любимы. Подписывайтесь и оставайтесь со мной. До новых встреч!